Всем привет, с вами Виктория Ню. Меня попросили подготовить видео, мастер-класс по работе с втирками, пигментами в стемпинге. На самом деле можно делать стемпинг и втирками, и пигментами вот на штампе и вот все такое. Конечно, если вам это несложно, да, но я покажу просто два варианта, которые, на мой взгляд, самые оптимальные. И покажу также, почему они, на мой взгляд, оптимальные. Так, в первую очередь, конечно, нам нужны пигменты, втирки. Я использую также вот такие вот, у меня есть два штампика. Один штампик я использую с неоновыми пигментами, другой штампик использую для втирок. Это маленькие штампики от Сванки. У меня также есть такие вот штампики. Давно уже приобретала, тоже на Алиэкспресс. Просто они у меня, знаете, вот отдельно хранятся. Почему я использую такие вот небольшие штампы, но при этом не использую вот такие вот большие? Потому что такими штампами я люблю делать именно стемпинг, отпечатывать. И мне нравится прозрачная подушка. А от втирок и от пигментов подушечки мутнеют. К тому же, то, что я вам покажу, там, в принципе, прозрачность, она особо и не нужна. Поэтому, если вот какие-то такие маленькие штампики, непрозрачные, берите, в общем, любой штампик, который вам не жалко, который, возможно, у вас уже мутный, либо которым вы уже не пользуетесь. При этом, если вдруг на штампике у вас даже где-то есть какие-то трещинки, там где-то он лопнул, порвался, то это тоже, в принципе, особо не сыграет никакой роли. То есть можно использовать такие вот испорченные уже штампики. В чем суть? Значит, суть, конечно же, в любом случае, да, мы в первую очередь должны понимать, что и втирки, и пигменты, они хорошо цепляются именно на какую-то липкость. Липкость может быть от гель-лака, от праймера, от клея для фольги, от гель-клея для фольги. Также есть специальные, к примеру, лаки, которые с липким слоем. Так, немножко. Вот. Я сейчас подготовлю два типса, то есть я буду делать на липкость гель-лака. Если, вот просто представьте то, что подготовили ноготки, сделали цветное покрытие и заполимеризовали. Единственный момент тут такой, не у всех гель-лаков, знаете, такая скотчевая дисперсия. Бывает дисперсия маслянистая, и вот она уже нам не подойдет. Отправляю на полимеризацию. Также подготовлю вот черный типс и черным гель-лаком просто перекрою. И вернусь к вам. Пока у нас полимеризуется гель-лак, подготовлю штампик. Тут нужно просто немножко освежить вот этот вот слой пигментов. На кисточку набираю. И просто вот растягиваю по штампику. Вот таким образом. Можно вот заходить на другой цвет. Даже лучше. Переход будет получаться более плавным. Так, зеленый добавляю и голубой. Таким образом, сюда чуть-чуть желтенького
Хочу побольше. Вот. Ну, то есть, как-то тут особо я не старалась. Просто уж вот так вот размазюкала. И готово. Так, уберу. Пока, чтобы не просыпалось. Так, типсы у нас заполимеризовались. Я напомню, что сейчас у меня на поверхности образовался дисперсионный слой, который, ну вот я просто знаю то, что от этого гель-лака хороший скотчевый такой, скотчевая дисперсия. Если у вашего гель-лака дисперсия маслянистая, просто все удаляем, дисперсию полностью, и делаем тонкий слой либо гель-базы, либо можно вот клея для фольги тонким слоем. Очень хорошо на гель, это гель-клей для фольги. Те, кто, девочки, пользуются обычными лаками, вы можете использовать обычный клей для фольги, который сохнет на воздухе. Можно использовать праймер. В общем, сейчас у нас поверхность с липким слоем. Да, дальше что мы делаем? Я отпечатываю стемпинг рисунок белым лаком. Можно, ну, тем лаком, который вам нужно. Так как у нас подложка уже белая, понятное дело, что у него новые пигменты и так будут хорошо там смотреться. А сам рисунок, стемпинг рисунок, можно сделать белым, можно сделать, ну, не знаю, там, каким угодно, в общем, цветом. Торопиться нам тут не нужно, то есть я абсолютно спокойно убирала лишнее, то есть вообще не торопилась, совсем не торопилась. Почему? Потому что у нас тут уже на поверхности липкий слой, и поэтому мы в любом случае со штампа перенесем рисунок на типс, ну, либо ноготок. Это тоже один из плюсов. Да, что мы тут никуда не торопимся. Главное отпечатать рисунок на штампик. А это, собственно, ну, тут по скорости, думаю, ни у кого проблем не возникнет. Отпечатываю рисунок. Он в любом случае прилипнет и в любом случае отпечатается. То есть сколько бы вы там ни целились, мало того, обзор вы сами видели, то есть я прекрасно вижу рисунок, пускай он даже фон белый и рисунок белый, тем не менее все хорошо видно, и то есть вы видите, куда и что печатаете. Просто есть такая техника, когда мы нанесли лак для стемпинга и вот таким образом отпечатали, и потом мы вообще не видим, куда там чего печатать, потому что подушечка полностью забита пигментом, и там куда-то мимо, в общем, скосить вообще, ну вот у меня только так. То есть я постоянно не туда отпечатывала, никак не могла отцентровать. А тут вот вы сами видели, что нет никаких сложностей, то есть спокойно отпечатали рисунок именно туда, куда нужно. Опять-таки не торопимся, ничего. Нам даже нужно именно подождать какое-то время, чтобы рисунок, стемпинг рисунок полностью высох. Там, где, соответственно, у нас сейчас стемпинг рисунок, туда пигмент у нас не прилепится. А там, где стемпинг рисунка нет, пигмент прилепится именно туда. Ну и что нам остается? То есть таким образом вы можете, знаете, сделать, например, если на клиенток 4 ноготка сделали, и потом вот этого набора пигментов вам вполне хватит для того, чтобы отпечатать, как говорится, эти пигменты. Вот таким образом берем и отпечатываем. Извиняюсь, позвонили. Вот можно немножко вот так вот даже сделать, да, чтобы вот как-то цвета между собой. И камера съедает пигмент. Это действительно реально пигменты такие неоновые, они яркие, но ну вот не знаю, там вот лампочку, если можешь немножко сейчас, ну это будет темно просто, вот, но надеюсь, там хорошо видно, что рисунок четко отпечатан, вот все линии, все отлично, и пигмент у нас только там, где стемпинг рисунка нет. Вот. Теперь вариант, если вам, к примеру, нужен фон белый, а
именно стемпинг рисунок сделать нужно цветным. Вот у меня типс еще, на котором также липкий слой от гель-лака. И нам этот липкий слой нужно удалить. Он нам вообще не нужен. Если есть обезжириватель, то возьмите обезжириватель и пройдитесь прям хорошенько, чтобы на поверхности совсем не было никакого липкого слоя. Вот абсолютно. Потому что сейчас нам как раз таки не нужно, чтобы пигмент прилипал к фону. Немножко подождем, чтобы это все дело остыло. Хотя что там ждать там. И дальше, значит, нам нужно взять как раз таки какой-то материал, у которого хороший липкий слой. И, ну, то есть, опять-таки, чтобы не торопиться, и чтобы было также все видно при отпечатывании. Для этого можно взять гель-клей для фольги, можно взять обычный клей для фольги. Можно, как я уже показывала, можно взять лак для стемпинга, который сохнет на воздухе, смешать с праймером. Да, вот в там видео с лайфхаками я показывала этот способ. И тоже будет хорошая липкость, на которую можно потом, не знаю, отпечатать фольгу, втирку, пигменты, что угодно. То есть я буду отпечатывать гель-клеем для фольги. Возьму вот этот вот. Давно не показывала просто этот способ. Скребком убираю лишнее. Это гель-клей для фольги. В одну руку беру фонарик, в другую руку штампик, отпечатываю и тут же фиксирую рисунок. Зафиксировала. Так, убираю лишнее. Так как у нас рисунок уже зафиксирован, можно убрать лишнее. То есть вот это вот то, что рядышком ненужное, оно тоже уже зафиксировалось, так как это гелевый материал. И теперь так, вот тут на штампе прозрачно это все, не видно. Так, давайте запорола. Ну, ничего страшного, сейчас еще раз отпечатаем по-быстренькому. Прям сюда же выложила гель-клей. Скребком убираю лишнее. В одну руку фонарик, в другую штампик. Отпечатала, заполимеризовала. Ну как, прихватила так, чтобы он его, ну вот эти остатки, чтобы было легко убрать со штампа. Ну, вернее, не остатки, а то, что нам не нужно. Все, вот убираю. Вот так вот. Рисунок прозрачный, его плохо видно. Согласна. Так, по привычке беру скотч, как обычно. Он прозрачный, но под определенным углом его видно. То есть, в принципе, вы можете подстроиться и отпечатать рисунок так, как вам нужно. То есть, вот видите, также все хорошо видно. Понятное дело, что у клея для фольги очень хороший, вернее, липкий слой. Тут вообще, ну, как бы не должно возникать никаких сложностей. Рисунок беру тот же штампик. Ничего не добавляла даже сюда. И вот таким образом припечатываю. Прям вот несколько раз можно так пройтись. Так, и убираем лишнее. Вот если вот так вот даже сделать, вот видите, на поверхности, там где белое, больше, ну, как никакого пигмента, ничего нет. А вот тут пигмент прям конкретно прилип. Обязательно заполимеризуйте до конца. Вот. И все, можно перекрывать, в принципе, да, там, топом, базой. Ну, сначала лучше базой, тонким слоем базой, а потом уже тем топом, который вам нужен. Ну, вот, собственно, вот такой вот вариант.
Ну, я говорю, вот я-то вижу их очень яркими, эти пигменты, но вот камера вообще прям съедает цвет. Если лампочку, то еще хуже. Ну, так вот очень ярко. И все четко, все видно. Такая же ситуация. И вот смотрите, мы уже дважды отпечатали рисунок, да, и этого вот, знаете, хватит еще, наверное, я не знаю, ну, на 3, на 4 ноготка, там, может быть, и на 5 ногтей. Поэтому это экономней. Ну, то есть этот вариант, он еще и экономней. Вот так вот крышечкой закрыли, все убрали, когда нужно, достали, быстро хлеб, так, шлепнули и все. Мало того, экономия пигмента тут, да, почему? Потому что, опять-таки, вернусь. Ну, а что я, собственно, давайте я вам покажу. Просто я не буду брать. Давайте вот возьмем вот этот вот рисунок. Вот, распределила пигмент. Вот, как лег, так лег. Ну, к примеру, предположим, вот 2 цвета я хочу только сделать. Вот, берем. Ну, я просто покажу такой вот самый тоже. Многие показывают этот способ. Так, наверное, мне тут нужно побольше взять зеленого, иначе не хватит. Просто на весь рисунок. Сама себе, да, что-то там болтаю под нос. Так, вот таким образом теперь отпечатываем рисунок. Ну, как отпечатываем? Вот таким образом. Опа. Вот он у нас тут. И теперь нужно быстренько отпечатать на ноготок или на типс. Причем нужно быстро, потому что пигмент в совокупности с лаком для стемпинга очень быстро сохнет. Еще быстрее, чем просто лак для стемпинга. И вот тут видите, да, и не видно, где, чего, куда печатать. А представьте, это еще ногти клиента, да, там вообще ошибиться. Ну, в общем, я вот так вот шлепаю. Вот. Вот. Что получается? Ну, такой вот у нас результат. Все отлично отпечаталось, но понятное дело, что где-то там криво, в общем, косо. Вот. И теперь нам нужно очистить подушечку штампа. Если, например, вот вам нужно сделать это на 2, на 3, а то и на 4, а может быть на все 10 ногтей, да, вот вы представляете. Берем, очищаем. Причем вот скотч, это, знаете, вот несколько раз вам придется очищать. Если вы мне сейчас скажете, ой, можно сразу было вот сюда еще также вот этого пигментов выложить, и не обязательно прям полностью очищать. Я согласна, что полностью не обязательно очищать. Но не показала я вам, просто вот сразу на скотч убрала. На скотче, наверное, видно. На скотче вот видно, вот я прикладывала этот штампик, да, вот видите, белый от лака для стемпинга. Иногда, когда вы переносите рисунок, что-то у вас остается. Вот, и вот эти вот моменты, они потом у вас могут остаться и ну, на другом рисунке, когда вы будете делать. Поэтому вот в этом случае штампик лучше вот так вот несколько раз прям очистить. Вот. Ну, вот здесь вот уже точно ничего такого нет лишнего. Поэтому вот сюда уже можно, в принципе, там еще один слой пигментов выложить. Тут уже, да, можно. Но в любом случае это будет как затратно, да, по пигментам. Ну, то есть много пигментов уйдет на это. На 10 ногтей. Вот, представляете. Поэтому вот такой вариант, на мой взгляд, самый оптимальный, и хватает его надолго. Вот, сделали с вами 2 типса. Тут как было пигмента, в принципе, так и осталось. Но если нужно, можно, конечно, и освежить пигменты. Вот, теперь подготовлю черные типсы и вернусь также к вам.
Кстати, вот если, предположим, ну вот с пигментами сейчас уже точно завершу, если, предположим, у вас темный, ну или вот как в данном случае черный фон, а вам нужно сделать стемпинг рисунок цветным, соответственно, нам нужен белый материал, прозрачный, в данном случае нам не поможет, не подойдет, поэтому нам нужен белый материал. Что я делаю? Я беру прозрачный гель-клей для фольги. Давайте вот этот рисунок возьмем. Добавляю прям вот на штампике белый гель-лак таким образом. Смешиваю. Четко убираю. В одну руку фонарик, в другую штампик, отпечатываю и прихватываю. Прихватила рисунок. Лишнее убрала скотчем. Еще прихватываю. Вижу, что просто не уходит со штампа белый именно пигмент. Вот так. Нам же лишняя липкость не нужна. Нам нужен только вот рисунок. Я не тороплюсь в данном случае. Да, у нас тут на поверхности штампа нет никакой липкости, потому что у нас сам рисунок липкий. И вот отпечатываю рисунок. И прикладываю опять-таки вот таким образом. Вот видите, опять, и тут опять на штампе еще, поверьте, куча пигмента, который можно, я говорю, еще там, не знаю, на сколько ногтей использовать. Ну и вот еще один вариант. То есть просто смешиваете клей, гель-клей для фольги, смешиваете с тем цветом гель-лака, который вам нужно, и, собственно, все, будет вам счастье. Главное тут вот, и вы видите, куда вы что отпечатываете, вы видите, какие цвета, да, вы, ну, я имею в виду пигментов, вы прикладываете к рисунку. Можно, знаете, если, например, вам не нужна такая вот прям радуга, растяжка из радуги, можно, например, вот только, к примеру, два цвета прилипошивать, да, к рисунку. Просто там по кругу или как-то вот так вот точечно. Но на самом деле вот очень удобно иметь вот такие вот штампики. И еще такой момент, вот тоже вот такой вот штамп. Так, мне его надо сейчас почистить. Вот такой вот маленький штампик. Я уже не выдержала, когда мне там с Алиэкспресс придет, взяла еще один такой на Валберес. Вот. Удобно этими штампиками тоже, знаете, сейчас я вам покажу. Удобно ими работать, так как они особо не пылят, знаете, как кисточки. Но это как вариант, да, тоже, если вы, например, не хотите вот такой вот штампик себе какой-то сделать, тоже как вариант, вот можно вот так вот работать. Вот. Видите, вот я поделала, вот сейчас давайте вот прям вот так вот сделаю, вот. Так как он силиконовый, он на себя особо материал не забирает. Ну, то есть там какая-то часть, понятное дело, прилипла, но вот еще можно, в общем, тыкать и тыкать. Вот, можно весь рисунок затыкать.
А кисточка тут 100%, вот вы видели, вот когда я кисточкой на штампик выкладывала, да, но тут вообще все летит в разные стороны. Очищать его лучше вот, да, тоже вот так вот о скотч, таким вот образом. Вот. Ну вот, собственно. Что касаемо пигментов, тут все то же самое. То есть сначала вы, ну как вот, просто вот так вот на штампик, ой, в тирке, да, вот в тирке таким образом нанесли, внахлёст, там без особого какого-то старания, усилия. Просто по цветам смотрите, как вам нужно. Нанесли. Все. И если вам нужно, чтобы у вас именно поверхность была вся во втирке, то значит мы делаем полностью на типсе липкий слой. Как и ранее показала, если вам нужен именно стемпинг рисунок, так чтобы он был стиркой, то соответственно мы используем гель-клей для фольги точно так же. Но так как втирка хорошо смотрится на черном фоне, а мы все-таки иногда, ну не всегда используем именно черный фон, тут опять-таки вот возьму белый фон, возьму клей для фольги. Но также я вам покажу, что именно гель-клей для фольги можно также смешивать. Можно гель-лак черный взять, да, как вы понимаете. То есть вот то же самое, что мы делали с вами с пигментами. А можно взять вот обычный клей. Ой, обычный лак для стемпинга. Вот вообще обычный лак для стемпинга. Так вот смешиваю. В одну руку, в одну руку штампик, в другую фонарик, отпечатываю и прихватываю. Вот таким вот образом. Гель-клей для фольги можно на пластине смешать с обычным лаком для стемпинга. Ничего страшного не будет, поверьте мне. Теперь убираю лишнее. Торопиться не нужно, потому что у нас сам рисунок липкий, поэтому мы тут вообще не торопимся. Аккуратненько убираем все, что не нужно. Тут я вижу, что еще не заполимеризовался все-таки до конца материал. Еще раз прихватываю. Это новый фонарик, я его сейчас тестирую. Не так давно ко мне пришел. Тот черный фонарик быстрее материал прихватывает все-таки. Немножко я тут, когда убирала лишнее, немножко смазала. Ну, ничего страшного. Все. И отпечатываем рисунок. Ну, пускай будет вот так. Тут это не столь важно, ведь так ведь. Так вот, отпечатали. И прикладываем. Я напомню, у нас тут на поверхности нет ничего липкого. То есть мы хотим сейчас сделать так, чтобы у нас только рисунок был с втиркой. Так вот, припечатали. Фонариком еще раз хорошенько заполимеризовали. Ну, пускай там прихватится. Мы же перевернули рисунок. То есть у нас рисунок сейчас, вот то, что было на поверхности штампа, вот тут, да, то есть мы его именно к типсу этот рисунок приложили, поэтому поверхность также полимеризуем. И вот теперь можно вот прям вот так вот повтирать пальчиком, да, чтобы втирка прям заблестела. Ну и вот был рисунок черный, а стал он цветной, вот как по втирке, ну вот как с втиркой, вот таким вот образом. И тут также расход минимальный. Вот еще можно вот со штампа, я говорю, вот целую кучу отпечатать, при этом вам не нужно очищать каждый раз штампик.
То есть вот видите, к нему ничего не прилипло. Ну, то есть весь рисунок-то он был отпечатан именно на поверхность типса, поэтому ничего больше не прилипло. Ну, можно прямо вот так вот закрыть и оставить. Собственно, вот так вот они и хранятся. Когда нужно, достали, шлеп, там, насколько ногтей вам нужно, и готово. И поверьте, этого надолго хватает, вот одного набора. На клиентах это также удобно, не доставать вот эти вот пигменты, салфетки, раскладывать там. Как-то вот представьте, да, клиент у нас ноготок, и вот вы ему там пигментами, там чего-то, потом на втором ногте, ну, не совсем удобно. А таким образом просто намного комфортнее и удобней работать. И к тому же, еще я и сказала, да, расход самих втирок и пигментов становится минимальный. И почему еще мне нравится этот способ, это то, что мы видим, куда и что мы отпечатываем. То есть у нас не теряется обзор. То есть мы четко отпечатали рисунок и, в принципе, такой же рисунок на выходе получили. И это очень большой, как неоспоримый просто, на мой взгляд, плюс именно при работе с втирками, с пигментами, вот, и что касаемо стемпинга. Еще хочу такой момент озвучить по поводу липкости, да, вот на которую пристает пигмент либо втирка. У праймера, у гель-лаков, у гель-красок, да, действительно бывают такие материалы, вот эти вот, у которых есть хорошая липкость. Но поверьте, самый липучий материал это все равно гель-клей для фольги, либо обычный клей для фольги. Почему я сейчас заостряю на этом внимание? Потому что вы знаете, вот иногда бывает, вот вы нанесли гель-лак, ну, то есть вот клиент выбрал цвет гель-лака, вы нанесли, немножко потрогали, и вам кажется, что да, липкий, все нормально, сейчас к нему прилипнет. Да, к нему прилипнет, что-то, да, прилипнет, но, скажем так, ну, есть такая вероятность, что где-то, возможно, в каком-то месте, на каком-то участке пигмент или втирка, скажем так, хорошо не прилипнет. Вот в чем дело, да, то есть когда вы будете потом стряхивать это кисточкой, либо вот пальчиком подтирать, вполне возможно, что что-то может и отойти. Поэтому все-таки самый лучший липкий слой создается именно при помощи гель-клея для фольги, либо обычного клея для фольги. Ну, это для девочек, кто пользуется обычными лаками. Много способов есть, я согласна, много способов есть работы с втирками, с пигментами в стемпинге, но, на мой взгляд, это самый оптимальный вариант, потому что, я еще раз повторюсь, то есть мы видим, куда мы отпечатываем рисунок, у нас хороший обзор, мало того, у нас расход самих материалов уменьшается, в данном случае втирок и пигментов, и быстрота, да, скорость выполнения такого дизайна. То есть вот если у вас на штампе есть, то есть, ну, неважно, втирка или пигменты, то есть вы вот тут пошлепали, на все сразу пальчики пошлепали, и все, готово. То есть это намного быстрее делать, намного. Ну что ж, вот такое видео у меня в итоге получилось. Если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поставьте плюсик, смайлик или сердечко в комментариях. Я буду вам очень признательна. Ну а я, как всегда, желаю вам здоровья и всего самого наилучшего. До скорых встреч!